Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мою кухню. У меня просили, чтобы я сняла это видео. Сняла. Я, конечно, долго не могла это снять, так как моя кухня выглядела катастрофически. У меня все везде лежало, сильно всего много было. Может быть, вы в моих видео заметили, что на заднем плане всегда что-то стояло, так как блок, где стояли ножи, там, где поварешки стояли, мне это очень нравилось, но когда-то я решила, что это сильно много, я устала от этого, что везде все открываешь, все встает, все падает. Мне надо было 2 дня, чтобы убраться в моей кухне, все разобрать, все выкинуть, что не надо, немножко, так сказать, убрать того, что я никогда не пользуюсь. У меня тут же за кухней есть небольшая такая комнатка, кладовка. Там у меня тоже 2 шкафа стоят. Я их тоже в эти 2 дня разобрала, потому что там тоже еще что-то лежит. Я его также покажу вам. Что я хотела сказать? У меня не всегда так чисто на кухне. Нет, не всегда. Это я просто убралась и все разобрала. Надо было вам показать до этого и после этого. В моей кухне 2 года. Конечно, еще выйдет такое небольшое видео, где я расскажу, что я сделала, еще бы раз сделала, и что бы я в следующий раз по-другому сделала. Как вы, может быть, видите или сейчас увидите, что моя кухня без ручек, они внутри сделаны, я вам это покажу. Мой совет: это красиво, но не делайте так. У меня была до этого кухня в другом доме, когда мы жили, когда мы переехали сюда. Я решила без ручек сделать, потому что протирать легче, но я вам одно скажу. У меня были ручки, которые лежали на дверях. И это намного лучше, тогда не так прям много было видно пальцев. Если вы видите, то моя кухня, она блестящая. Я еще раз бы взяла блестящую. У меня до этого была блестящая кухня, и это тоже блестящая. Когда мы жили в квартире, у меня была матовая кухня. Там все пальцы было видать, ты протер, они опять вылазили через полчасика. Здесь же ты видишь пальцы, конечно, часто их видишь, но ты протер их тряпочкой, и у тебя кухня как будто бы новая. Я бы не согласилась еще раз взять матовую кухню. Блестящая кухня очень легко моется, и она 20 лет останется у вас как новенькая. Вы увидите мои 2 духовки. И до духовок я еще не дошла, мне просто не хватило времени съездить в специальный магазин. Привет, Настя, я еще помню твое средство. Я очень много средств попробовала для духовки. И ничто не помогает. Я и дорогие пробовала, и дешевые пробовала. Я просто уже устала что-то искать. Я вам ее так немножко покажу, сильно много не буду показывать. У меня была первая духовка с пиролюзой, которая сама чистится. Меня сказали, зачем вам надо. В этой духовке есть другое, как ты тоже можешь мыть, но она немножко по-другому. И тоже так же чисто будет. Паля-папа, ничего там не чисто. И все надо драить и шоркать, и это ужасно. Если у вас есть возможность взять духовку, которая чистит сама себя, то, пожалуйста, возьмите ее. Ну все, я и так уже много наболтала, теперь мы начинаем с нашей кухни. Показываю я вам, что у меня находится в кухне. Вот так выглядит моя кухня, вы сейчас это все увидите, мой оператор вам покажет. Что я хотела сказать, эту кухню я купила, или мы купили в кредит. Она также будет еще выплачиваться, она у меня не отплаченная и не купленная за, так сказать, деньги сразу отданные, потому что это очень-очень дорого. И только, получается, здесь можно взять кредит или в кредит, который ты платишь потом 10 лет, будем и так говорить, потому что наша будет оплачиваться 10 лет. И вот так она выглядит полностью, вся кухня. У меня, как вы видите, инзель стоит. Я не стала в инзель встраивать никакие предметы, потому что я не очень этого хотела. Мне надо всегда, чтобы у меня было место, где я могу раскатывать, где я могу заниматься, чтобы у меня все там было хорошее место для моей работы на кухне. Из-за этого у меня инзель без всяких приборов. Если вдруг будет немножко трястись, то, пожалуйста, не пугайтесь, так как у нас мы не научены снимать, и я прошу за это сразу прощения. У нас начинается кухня с нашего холодильника. Это полностью холодильник, морозильника у нас здесь нет. Вот так выглядит наш холодильник. У меня наверху полочки. У меня там находится то, что я очень-очень редко использую. Вы видите, он у нас почти пустой. Да, в Германии тоже такое бывает. Есть пустые холодильники. Мне просто некогда было закупиться. Может быть, я закуплюсь и покажу, что мы закупаемся, когда холодильник пустой. Я бы всем посоветовала взять такой большой холодильник. Это очень практично, особенно у нас 5 человек. Если я наварю кушать,
я сейчас попрошу показать, сколько я наварила, то это, конечно, все тогда входит в этот холодильник. И вот это моя полочка, где у меня стоит то, что я очень редко использую. Вот так выглядит наш стол. Я сейчас все туда убрала, так как я сегодня кушать сварила. И в основном вот так я много сразу варю, не знаю почему, чтобы у нас каждый ребенок по-разному кушает. Вот так у нас в основном столько много кастрюль, из-за этого надо обязательно такой большой холодильник. Здесь у нас теперь находится первый такой шкаф, где находится у нас первая духовка. Вообще здесь находится микровель, и можно ее встроенную сделать. Но она сильно дорогая, если она поломается, то потом ее поменять сильно дорого. Из-за этого у нас не встроенная микровель, а простая микровель. Вы можете любую туда спрятать, и мне это очень нравится. Она простенькая, никаких кнопочек не надо, они быстро ломаются. Здесь у меня находится то, что я реже использую, так как мантышница и от моей кухонной машины всякие насадки еще находятся там. Мне это не часто надо, и оно из-за этого так высоко находится. Моя духовка, она не может сама себя мыть. У нее есть такая функция, как я уже до этого сказала, так как у нее находится здесь вот такая штука, где наливается вода, и мы можем с водой ее, так сказать, использовать, духовку. Из-за этого самоочищение здесь нельзя сделать, так как вот эта штука может сплавиться. И вот так она просто закрывается. В моей духовке можно несколько противней поставить и на них готовить. И вот, как вы видите, моя дверца туда заезжает. Мне очень было важно, чтобы дети не стукались, а чтобы все было хорошо. Я сейчас покажу только вам одну духовку. Другая духовка у меня почти такая же, но она может на пару готовить. Вот так она выглядит. За 2 года я ее очень часто уже мыла, шоркала. Я уже не знаю, что делать с ней. И вот я нашла одно средство, увидела у моей подписчицы. И хочу его попробовать. И вот что я хотела сказать. Вы, наверное, видите, как моя дверь выглядит, и что она вот с потеками. Так, когда ты моешь, вот сюда, так как вот здесь ручка вот так поднимается, заливается вода. И она потом здесь истекает. Ее можно разобрать, но мы с мужем очень боимся, чтобы ее не поломать, потому что это очень дорого потом будет. Там, здесь можно чуть-чуть вот так сделать и открыть как-то, мы точно не знаем. И чтобы внутри помыть. Вот это единственное, вот это, что здесь не очень хорошо, так как вода сюда заливается. И когда я уже потом это увидела, это было поздно. Теперь я осторожно мою, чтобы туда не заливалось. Но вот это минус от этой духовки. Хотела вам небольшое видео вставить в мое большое видео. Я хотела вам показать, как духовки у меня получилось. Дверцы все вымыть. Вы, может быть, до этого видели, я вам показывала, но вы увидите, какие дверцы были и как внутри было грязно. У меня получилось вымыть. Я очень сильное средство взяла, но еще совсем чуть-чуть у меня осталось. Но у нас получилось разобрать дверцу. Мы сегодня сделали до Рождества. Теперь дверцы все чистые. Оказывается, не так уж было сложно. Я вообще вам эту духовку не показывала. Но вот покажу, она также выглядит. У нее резинка немножко другая, так как она на пару. В другом доме у меня тоже была кухня, у меня здесь вот так открывалась, и здесь еще одна полка была спрятанная внутри. И я там все ложила, все вот эти противни, все туда ложила. Не знаю почему, но в этой кухне у меня не получилось так сделать. И вот здесь, как видите, ручек у нас нету. Если вы так закрываете, то вот это, что вы здесь по бокам видите, это ручки. Надо вот так ее открывать сбоку. А в старой кухне у меня вот здесь вот так лежала ручка, она немножко выступала, и можно было вот так хвататься и открывать. Эта полка у меня стеклянная. Там все, что со стекла находится, эти тарелочки, все чашечки. Только, конечно, крышки, они не стеклянные. Вот этого контейнера здесь не было. Вы его видите. До этого лежали крышки с этой стороны. Все здесь лежало в разные стороны. Это я вот специально для видео все убрала, но оно так и останется. Мне очень нравится. И последняя полка, она открывается также сбоку, а не сверху. У меня здесь находится там, где я все выпекаю. Она так всегда выглядела. Рядышком полка у меня находятся все вот такие дозы, я не знаю, как это называется, контейнеры. То, что такое пластмассовый пластик. А вот эта штука, я могу вам рассказать, если вы хотите, я варю в ней рис в микроволновке. Это очень-очень удобно. Это от Туповары, это никакая не реклама, я сама все покупала и очень от них люблю.
посуду, но не всю. Так как я сказала, что у меня в другой кухне были спрятаны такие еще полочки, их у меня нет, из-за этого у меня эта полка, тут все находится, все, что с духовкой, в духовку идет. Я просто не люблю, когда полная духовка со всеми этими сковородками внутри, это не мое, из-за этого вот у меня такая полочка для этого всего. Эта духовка такая же, можно сказать. Здесь открывается также дверь, и у меня здесь есть такая небольшая дырочка. Я могу термометр туда сделать и готовить мясо, и полностью все на пару готовить. Например, даже манты я могу здесь приготовить, если нету мантышницы. Я знаю, что вы здесь нас видите, ну, это вот глянцевая кухня. Так как она идентично должна выглядеть, здесь вот такая же полка, которая открывается наверх. Здесь у нас стоит, до этого стояла здесь совсем по-другому, а здесь сейчас стоит у нас чайник. Это можно делать чай, который затаскиваешь туда такие специальные коробочки и делать такой крутой чай. Но это мы не покупали, это мой муж получил на работе в подарок. Также здесь стоит сэндвичная машина и те банки, которые у меня не влазят где-то в полки, так как полки немножко такие маленькие. На это надо обратить внимание. И, конечно, эта полка здесь. У меня находится вот такая стулка. Если я не достаю, я ее беру, расправляю и могу на самый верх достать. И, конечно, это кастрюлька, которую я... Скороварка она называется. И также здесь находится у меня там, где я гуся делаю, риндабратен. Это такое мясо. Вы еще увидите, я еще не успела его снять. И оно у меня все так плавно закрывается. Теперь у нас идет вот такой большой шкаф. Я потом в другом видео про него расскажу минусы, егошние плюсы. И здесь дверца открывается тоже так. Вот это вот эти встроенные ручки. В следующий раз бы я такие ручки не брала, я взяла, которые лежат на полках. Это совет. Красиво выглядит, не сильно видно эту ручку, но тогда не так много от рук пятен, так как у меня детки, и это, конечно, очень так видать. Здесь у меня стоит то, что я использую очень-очень редко. Это до этого так не выглядело, но, надеюсь, так останется. Вы не думайте, что у меня так все всегда хорошо стояло. У меня здесь целая куча всего стояла. Теперь я купила вот такие контейнеры. И я очень-очень рада, что я их купила. И я про них расскажу, наверное, в другом видео, потому что тогда сильно длинно будет. Вот эта наклейка была и карандаш, где вы можете писать. Вы потом стираете водой и можете опять дальше писать и что-то другое туда засыпать. Здесь стоит контейнер с тем, что я ближе, то, что я чаще использую, дальше, что я реже использую. Здесь у меня всегда стоит лук и картошка, и чеснок вот в этой баночке. Также для кошечек что-то, и там еще немножко места. Здесь у нас вообще была полка немножко по-другому сортированная. Сейчас я так отсортировала, что здесь стоит все то, что нам очень часто надо. Мука, сахар, детские конфеты у нас лежали вообще вот здесь, а теперь они у нас стоят там, в этих органайзерах, или как они называются правильно. До этого у нас хлеб находился в другом шкафу, но мне вот здесь больше нравится. Когда эту полку покупала, было совсем по-другому, но я вам потом расскажу. Или этот шкаф. Внизу у нас получается все полки. И здесь у меня такая организация. Еще раз повторяюсь, это только 2 дня, как у меня эта организация есть. До этого здесь совсем был хаос. Хаос полный. И у меня здесь все для чаев. Ну, так сказать, не то, что для чаев, а такое, что вы можете на хлеб мазать. Здесь стоит чай, кофе и тоже чаи стоят. И немножко продукты, которые в пачечках. Иногда я их использую. Мы очень любим пить чай. Конечно, который заваривается у нас тоже есть. Но такой чай быстрый у нас полка для чая. И здесь у нас то, что я когда пеку, то, что мне самое часто понадобится. У меня было совсем по-другому, но я сейчас вам покажу. Я это все отсортировала и убрала в другое место. Теперь у меня есть здесь вот такая полочка. Это называется аптечная полка. Вот так у меня там всякие приправы, но это половина моих приправ. Мне очень нравится, потому что очень удобно.
У меня здесь вот такая рандаль, я не знаю, как это на русском называется, выкатывается она так. И здесь у меня находятся кастрюли. Они до этого находились в другом месте, вот в этой полке, но я сейчас пересортировала, и мне так нравится больше. И, конечно же, внизу у меня также находятся казаны и сковородки. Если кто-то ищет в Германии такие казаны, продаются в Альде. Очень классные, за 20 евро, ну очень классные. Это тоже не реклама, я сама покупала. Вот этот угол выглядит у меня так. У нас здесь стоит тостница, она всегда у нас наверху стоит, так как детки всегда пользуются. Чайник, термомикс. И вот эта штука, она делает газированную воду. Я бы, конечно, сейчас совсем другое что-то взяла. Газированную воду, конечно, бы я сейчас взяла такой специальный кран, который это делает. Но так как я его, тогда он еще не был, так он сейчас у нас очень в моде, я про него сильно много не знала. Теперь у нас открывается эта полка наверх. Почему эти полки у меня открываются наверх? У меня была самая первая кухня, когда я переехала в Германию. У нас полки были вот такие. И мой муж очень любил часто, извиняюсь, что я про тебя рассказываю, открывать. И часто бывало, что он забывал закрывать или оставлял открытую, пока он дальше что-то делал. И я очень часто стукалась. И я сказала, если новая кухня будет, то только такая, которая наверх открывается. Свет у нас здесь подключенный, просто нажимаешь пальчиком и выключается свет. Это очень практично, очень, но честно сказать, я его только использую для видео. Я очень редко здесь этот свет использую. Здесь, конечно, такой чистоты не было, был хаос. Но теперь вот с этими дозами, если вы вдруг хотите взять дозы, то пособирайте лучше деньги. У меня до этого были разные дозы. И круглые, и квадратные, и треугольные. Это вообще было некрасиво. Лучше подсобирайте деньги, возьмите сразу одинаковые и заплатите хорошие, побольше денег, чтобы они хорошие были, чем вы будете их 10 раз менять. Это намного дороже. И вот так у меня выглядит. У меня здесь все то, что мне надо для выпечки. И здесь, например, то, что у меня еще осталось и не вместилось. У меня вот такой органайзер, который здесь, так сказать, распределяет, что где стоит. Это очень удобно брать и засовывать. Вот, я одну покажу дозу. Это у меня было тоже от Туповары, но они все вот такие разные, не было таких одинаковых. У меня еще вот есть, это тоже от Туповары эти дозы, или органайзеры. Они одинаковые, но они очень-очень дорогие. И вот сюда все равно моль залетает, и если вы что-то насыпали, такое как мука, то моль там заведется. И вот такое у меня стояло здесь и везде. Сейчас вот стало немножко лучше. Это наша вытяжка. У нас вытяжка с таким фильтром, так как у нас нету на улицу проведенной, так как здесь у нас за нами еще один дом, сразу приклеенный к нам, у нас одна стенка на двоих. Нам надо было выводить в другую сторону, и мы решили не выводить, а взяли этот фильтр. Но он тоже очень хороший. Я не знаю, можешь вам включить, показать. Такой он громкий. И вот совсем громкость. И, конечно, выключается здесь свет. Вот такая у меня варочная панель. У меня вот такая здесь кнопочка, которая убирается и которая потом ставится. Я ей очень довольна. Я не хотела, которая на кнопочках совсем, потому что если жирные руки, тяжело включить. А так просто нажимаешь и включаешь. И, например, здесь для каждой конфорки есть часы, которые вы можете включить, и она потом сама отключится. И также можно, чтобы быстро делала, и чтобы вот это L, которую вы видели, чтобы тепло держала, она будет так долго держать, пока вы не выключите. Мы взяли, как вы видите, очень большую, так как я очень люблю варить. И у меня в основном все здесь полно, так как вы видели, сколько я сегодня наварила. Мне обязательно нужна была такая большая. С маленькой бы я не справилась. В основном здесь есть полки, где лежат ваши все вилки, ложки, бифштеки на немецком, на русском приборы кухонные. Но не во всех кухонных студиях такое делают, потому что говорят, что здесь становится горячо и может что-то испортиться, они не хотят брать вот эту ответственность на себя. И как видите, у меня здесь встроенные ручки. Вот эта ручка. Если вы закрываете, да, у многих кухонь есть ручки, которые встроены именно вот в этот фасад. Но это очень плохо, и это немножко как фасад, говорят, что он потом поломается. Но я не знаю.
И у меня из-за этого здесь находится то, что мы часто используем. Сейчас у меня очень мало кастрюль, потому что другие все сваренные. Но здесь до этого чуть-чуть по-другому выглядело, все кастрюли находились. А я сейчас пересортировала, и вот так это очень удобно, я считаю. Ах, насчет вот этой, может быть, вы везде увидели, что у меня везде лежат вот такие, я не знаю, маты, клеенка. Но она не клеенка, но оно не дает вашей посуде ездить туда-сюда. И она защищает от грязи вашу полку. Это очень практично, так как в моей кухне не шло уже какие-то органайзеры вот такой. Если у вас это идет, то возьмите эти органайзеры обязательно, не отказывайтесь от них. Но в моей кухне этого не было. Вот так выглядит моя нижняя полка. Здесь у меня все органайзеры, или как это называть, все чашечки. То, что я их один раз купила, туповары, теперь пользуюсь. Еще бы было покупала, нет. Такие чашки, да, которые идут уже с крышками, это тоже неплохо, но я взяла бы органайзер, который вы у меня до этого видели. В них тоже очень классно все запаковывать. Я взяла лучше их. Но туповары, я бы сказала, тоже хорошая марка и очень все хорошо у них. Скажу вам честно, вот здесь кальк видно очень сильно. В самой раковине нет. А вот на этом на арматуре видать. Хоть у нас стоит машина, которая... полный дом, вот этот кальк убирает, я не знаю, кальк, я надеюсь, он правильно так называется, если нет, то я напишу вам сверху. И все равно у нас остаются вот эти потеки. Что бы я ни делала, они потом вылазят, я не знаю, может быть, я какие-то неправильные средства беру, но оно не всегда остается таким чистым. У нас такой камень какой-то новый, специальный, я точно не помню, как он называется. Здесь также вы видите, что свет у нас также есть, и также выключается и включается. Наша кофемашина, кофеварка стоит всегда здесь и очень практично. Если вы любите кофе, то обязательно купите один раз такую машину. Это будет намного дешевле, чем вы будете покупать эти тапсели или еще там всякое есть. Оно намного дешевле. Это оправдывает себя. Здесь у нас машина, которая моет посуду. Я сейчас про нее расскажу. В этой полке у меня находится... До этого было полностью все забито. Я не знаю, куда все это делось. Но здесь у меня находится, например, бульон овощной, который я всегда говорю, вы можете с кубиков сделать или сами сварить. Потом это то, что я очень часто использую. Например, вот эти мои которые я всегда использую. И все мои остатки приправ. Вы видели там, сколько у меня приправ стоит, и здесь. И честно скажу вам, я их правда использую. Некоторые, может быть, 2-3 раза в год, а некоторые даже очень-очень часто. И вот такие органайзеры для них, это правда очень классно. Это тоже от туповара. Я ими пока довольна. Мне не нравятся крышки, они быстро идут. Ну, не быстро, но здесь они ломаются, но все равно я ими довольна очень. И то, что у меня не вместилось, я вот в такой органайзер положила, потом вытаскиваю и беру, что мне надо. Под раковиной у нас находится вот такой шкаф. Как вы видите, он не сильно широкий, так как здесь надо было вырезать, так как у нас там арматура и все находится. Из-за этого он такой узенький. И у меня здесь все находится для стиральной машинки, моющей машинки. Ну, то, что очень часто надо. Вот здесь у меня стоят, которые для горячей посуды. Они сейчас пока все на столе стоят. И в самом низу у меня находятся еще чашки. Что вот я заметила, у меня есть две такие большие чашки. Это очень-очень практично, когда что-то много готовишь. Такие чашки должны обязательно быть. Честно скажу, у меня сильно много всего. Пожалуйста, не берите столько много, этого не надо. 2-3 чашки, больших, маленьких, и это хватит. Просто у меня сейчас уже есть, и я им пользуюсь. И здесь у меня, я вам показывала в одном, мне еще не вышло это видео, в оливье видео выйдет. Я вот режу вот такой резалкой, которая быстро режет, я там вам показываю. Например, если я салаты делаю или что-то мне надо быстро сделать, все туда засунул. Тут есть вот такие разные кубики, все быстренько покрошил и все готово. Очень-очень удобная штука. Это вам надо обязательно. У нас в Германии надо сортировать, у нас здесь черная, вот здесь бумага, здесь пластик, а здесь отходы после кушать. И вот такая мусорка,
если вы в Германии живете, обязательно отдайте полку для нее. Это так удобно. Я бы никогда больше вот по-другому не делала. У меня было в другой кухне только 2, но тебе никогда не хватало, и везде что-то стояло, что-то лежало. И здесь вот так очень удобно. Вы вытаскиваете и выносите. И у нас продаются такие специальные мешки, которые называются тоже био. Они сами, ну как, растворяются. Их можно вместе с вот этими отходами выкидывать. Под низом там есть немножко места. И там у меня стоят такие большие бутылки, как, ну, для чего-то там, какие-то шпюльмиттель или еще что-нибудь. В этой полке у меня находится, как сказать, все для чая, для кофе. Ну, все такое. Стеклянная, чай, кофе, потому что здесь это все мы делаем. В общем, вот так выглядит моя полка здесь. На этой полке стоит в данный момент вот так. Вообще здесь стояли мои книги с рецептами. Но я их так редко использую, вообще их почти не использую. В основном только там, где у меня записаны рецепты. Из-за этого сейчас я пока так сделала, но придет здесь время, я сделаю декорацию. Поставлю сюда, например, какие-то баночки стеклянные с кофеем или с какими-то печеньками, конфетами. Это отдекорируется, просто мне времени не хватило. Я хотела быстро-быстро сделать, чтобы до Нового года снять это видео. У нас сегодня 16 декабря. Я совсем чуть-чуть приоткрою, так как у нас стоит здесь грязная посуда, я не успела ее помыть. Здесь просто стиральная машинка. И у нас самая большая, которую я могла взять. Это была просьба моего мужа взять ее повыше. Это до такой степени удобно. Если у вас есть возможность ее поставить выше, я хотела вообще в другом видео рассказать про это, я еще раз расскажу, все потом еще покажу. Возьмите, пожалуйста, ее вот в такой вышине. И здесь под нашей машинкой находится еще одна полка. И это специально здесь сделано так, чтобы ногой открывать. Здесь у нас находятся полотенца. Ну, у меня находится. Каждый может уже сделать так, как он хочет. И вот здесь мое самое любимое место, где вы меня всегда видите, где я стою и варю. Я этот инзель очень люблю, так как здесь очень много помещается. И когда у нас гости, мы делаем здесь швейцарский стол, это называется. Мы все здесь наставляем, и каждый уже делает, что он хочет. Вот так выглядит инзель с этой стороны. Вообще туда надо поставить стульчики барные. Но так как у нас сразу стоит стол, мы туда сделали для кошечек такое место, где они кушают. Вот. И вот так вообще с барными стульями очень даже так классно сидеть. Если, конечно, у вас небольшая семья и все влезают. Ну, для завтрака даже это очень так интересно. Здесь находится моя машинка, которая кухонная, комбайн. Она очень тяжелая. В основном она у меня раньше там находилась. Но так как я часто пеку, в ней можно даже кушать варить. Она такая с горячим, можно там все варить. Она у меня находится всегда здесь и всегда остается здесь стоять. Что очень важно для инзеля? Сделайте себе розетки. Это очень важно. Есть всякие розетки. Мы сделали, я уже в другой кухне такое же имела. Мы вот такую решили сделать. Она вот так открывается. У тебя 2 розетки. А если не надо, вы жмете, крутите, закрываете. Ее, можно сказать, почти не видать. Здесь у нас получается 3, так сказать, полки. Везде вы видели, что 2, чтобы было одинаково. А здесь, так как оттуда не видать, мы решили сделать 3. Здесь у меня находится все, что надо. Вы видите сами, я не буду рассказывать. Это мои ножи, которые защищены, чтобы детки не порезали руки, если что-то они будут брать. И это туповары, они правда хорошие. Вот что-то туповары мне нравятся. Когда-то я сильно много накупила, и теперь я этим пользуюсь. Здесь находятся наши стаканы. Стакан у нас из Ikea. И пока мы здесь находимся, я вам покажу. Вот так выглядят сейчас эти стаканы на год. Год мы им пользовались. Я тут на мужа смотрю, из-за этого так слышалось. Вот так они сейчас выглядят. Мы не знаем почему. Я уже все пробовала, чтобы их отмыть. Они не все так выглядят, но у всех есть вот такие потеки белые. Я не знаю почему. У этого немножко меньше, у этого самого много. Вот здесь я тоже. Но я ими недовольна, потому что я не могу это отмыть, и это очень некрасиво. Но пока я их оставила, так как они пока есть, зачем деньги тратить.
Если вдруг у кого-то есть идея, и у вас такая же была проблема с этими бокалами, то скажите, что мне можно с ними сделать. Пожалуйста, напишите мне. Буду очень признательна. И последняя полочка. У нас находятся здесь тарелки и мои миксер и мой блендер. И это моя полка, она здесь находится, так как если я повернулась, у меня находится там моя плитка. И я здесь все разложила, то, что самое важное такое, что надо. А что я хотела сказать, вот этот органайзер, он уже присутствовал. Он уже был в кухне. Я его отдельно не покупала. Как вы видите, эта полка открывается снизу. Это сверху, это снизу. Здесь у меня раньше стояли маленькие стаканчики и чай. Но так как я решила убрать вот эти все поварешки, которые стояли сзади меня, если вы у меня на видео видели, они у меня сейчас пока так лежат. Я постелила тоже вот эту штучку сюда, и оно не двигается, и мне больше здесь ничего не надо. И, конечно, для наших кошечек кушать мы тоже поместили туда. Может быть, вы у меня в видео видели, что сзади меня на нашей машинке стояла всегда кушать от них. И она была полностью заложенная. И в последней полке наши тарелки находятся. У нас вот такие для мюсли есть деткам кушать. И у нас только 3 сорта тарелок, да это вы тоже видели, для супа. Если какие-то есть вопросы, то задавайте, обязательно отвечу. У меня еще одно выйдет видео, где я расскажу, что бы я больше не делала, что бы я оставила или сделала еще раз. Советы дам, какие именно мне нравятся и что мне не нравится в моей кухне, или что бы я по-другому сделала. Выйдет это видео, вы можете там посмотреть. Если вдруг что-то вам интересно, то, пожалуйста, пишите, я отвечу. Если сильно много будет вопросов, я, конечно, сделаю одно видео. Я своей кухней очень довольна, в большой части. Есть какие-то нюансы, где я не очень довольна, но в основном я ей очень довольна, в полном, так сказать. И как я уже до этого сказала, что эта кухня, она взятая в кредит. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я все показала, что у меня есть. Я, конечно, сейчас покажу мою кладовку, где я немножко отсортировала и положила туда какие-то вещи, которые мне не нужны здесь в моей кухне часто, чтобы она не была такая переполненная вся. Вы увидите у меня в первой части рунтум по дому эту, конечно, комнату. Но я хотела еще здесь показать. Вот такая у нас есть кладовка, и здесь находится вот такой холодильник. Здесь у нас половина полностью холодильник, а эта половина полностью морозильник. Вот так он у нас открывается. И мне очень было важно, чтобы у меня большие полки были. Если я торты, я делала 3D торты, и это очень много занимало места. И мне очень важно было, чтобы полки были большие, чтобы мои торты помещались туда. И вот так в данный момент у нас сейчас выглядит. И это наш морозильник. Я бы сказала, нам его хватает. Он не сильно большой, но предостаточно. У нас недалеко магазин, и мы там едем, покупаем, если что-то быстро надо. Я сейчас стою между моими двумя шкафами. Это здесь холодильник и здесь шкафы. И здесь у меня еще находится то, что мне не часто надо. Вот так выглядят мои шкафы. Здесь у меня находится то, что я очень редко использую. Когда я пеку, я могу здесь взять и дальше идти. Здесь у меня еще осталось немножко вот этих бигельта. Нет, забыла. Ну, вы поняли, да, вот этих доз. И там книжки у меня стоят, которые я очень редко пользуюсь. И здесь я, например, то, что нам еще надо. У нас здесь стоит всегда молоко и всегда стоит масло, потому что, как вы знаете, масло используется в русской кухне очень часто. И вот так, ну вот так примерно они выглядят. И я сейчас покажу, как у меня выглядят внизу. Здесь у меня находятся жестяные баночки, все, что в этом надо. Например, у нас в Германии продаются вот такой уже готовый бульон. Когда вы видео у меня видите, я имею в виду вот такой бульон. Он всякий разный продается. Здесь у меня находится то, что я замариновала и сделала. Например, красная капуста, которую вы уже найдете у меня на канале. Ну, для кухни у меня еще есть еще одна полка, например, то, что фори это у меня стоят, то, что я купила и мне пока не надо. Это у нас чай, который я вам показывала в полке одной, который сам делает, такой деловой, да. Вот так он выглядит, вот такой тапсель туда, или как это назвать, вставляешь, и он делает чай. Но он очень вкусный, я бы сказала. Он вкусом совсем по-другому,
чем обычный чай. И вот такая еще у меня полка. Как вы видите, в основном глютен-фрай. Все у меня здесь лежит, то, что я редко использую, или что у меня все закрыто. Конечно, если открываю, то я пересыпаю вот в эти дозы теперь. Раньше, конечно, было по-другому. У нас, конечно, есть такая полка, где у нас находится все пить, детям в школу что-то брать. Ну, как-то вот так. Но эти шкафы у меня не все заполнены кухонной, с кухней что-то. Я вам еще один покажу. У меня тоже там что-то находится. Потом пусто идет, потом туалетная бумага. Но, как вы видите, не все в Германии имеют много туалетной бумаги. Здесь у меня медикаменты находятся. И здесь пока полка пустая. Ну, почти пустая. Вот так выглядит моя кухня. Вот так я для вас специально ее убрала, посортировала, организовала. Я буду со всеми вами прощаться. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока.